Приветствую вас на канале Мэджика, и в этом видео мы будем смотреть, скучает ли он без вас, что он думает. Представляете человека, о ком вы хотите узнать, и сейчас будем смотреть его мысли и скучает ли он. Да, и еще как. Я бы сказала, что здесь человек без вас жить не может. Здесь человек, он понимает, что с вами, даже если он сейчас женат, с вами вот была идеальная семья. И здесь идет момент того, что он ощущает себя полным дураком, что вас потерял, что все разрушилось. Потому что до сих пор в своей голове он проигрывает сцены, что вы семья, что вы в браке, а как бы сложилось. Я могу здесь сказать даже, что у некоторых пар, если у вашего мужчины, о ком вы сейчас спрашиваете, есть другая девушка или жена, вот он представляет иногда вас на месте нее. Вот он прям как визуализирует, да, вот он прям в постели однозначно. Здесь идет момент того, что в постели вы были для него лучшим вариантом. Поэтому он может замещать вами ту даму, с которой он сейчас. Да, и я могу сказать даже, что он не скрывает этого. Вполне вероятно, что он об этом прямо говорит в каких-то, может быть, ссорах или конфликтах, или просто, чтобы позлить свою даму. Вот он прямо откровенно говорит. Вот я не вижу, чтобы он плохо о вас отзывался, только вот исключительно, что вот она была лучше, она вот такая, она сякая, она замечательная. Вот вас он прям выделяет, поэтому он не может себя простить, скорее, он не может простить вас за то, что вы его оставили. Вот здесь идет момент того, что у вас же любовь была, все дела, но вы его оставили, да, то есть несмотря на то, что ему казалось, что у вас к нему прям безумные чувства, что вы от него зависимы, а вы раз и ушли, да, вы оставили эти отношения. И он, ну, здесь не может простить не в плане того, что я злюсь там на нее, ах, она сякая. Скорее, он не может, как это описать, не может смириться с тем, что вы оказались гордой, что вы оказались выше его сплетен, выше его интриг, выше его вот этих каких-то игр, да, эмоциональных качелей, привязок. Вы смогли вырваться. И я бы здесь сказала, что здесь даже уважение есть. Уважение к тому, что вы смогли выстоять, что вы смогли выйти, несмотря на то, что между вами была там какая-то тесная связь. И это его пугает, это его страшит, это его пугает, потому что он допускает мысль, что он даже, вот знаете, иногда вот бывшие, у них все равно есть мысль, она все равно там ко мне вернется, ой, да если я в любое время ей позвоню, она придет. Вот здесь такого нет, потому что здесь страх, что он никогда вас больше не увидит. Здесь страх, что вы можете его вообще в порошок стереть, если захотите. Вы для него страшная женщина. Страшная в контексте того, что вы слишком смелая, гордая, властная, и он вас просто побаивается. Да, вот здесь этот идет момент. Так, ну давайте еще посмотрим, какие у него еще мысли о вас, что он еще о вас думает. Ну, дьявол, что вы, да, дьяволица. Он думает, что вы против него, вернее, он бы хотел думать, что вы какие-то чары на него послали, потому что он не может вас отпустить. И чем дальше идет время, тем больше он о вас думает. И он думает, что вы наслали на него какое-то проклятие, потому что он постоянно 24/7 думает о вас, хочет быть с вами. И боится еще при этом вас. И в сексуальном плане он сходит с ума от того, как без вас скучает.
Вот он не может, вот он хотел бы именно вот вас. Но здесь момент того, что он хотел бы в это верить, потому что он не знает, как по-другому объяснить вот эту неописуемую тягу к вам. Причем на момент видео, вот в ближайшее время и после видео, эта страсть, это желание, оно будет еще увеличиваться. Вот настолько сильно он о вас думает. Так, ну давайте посмотрим, что он будет делать с этим. Что он с этим будет делать. Шестерка жезлов. Ну что делать? Придет, будет просить руки и сердца. Готов развестись, если женат. Готов бросить то, что есть. Объявится и будет умолять стать его женой, будет умолять начать все сначала, будет, он скажет всем, то есть, знаете, уже может быть даже такое, что он будет сходить с ума и всем уже будет рассказывать, что вы его жена. К родителям придет, скажет, я, например, там развожусь и все, женюсь вот на той, вот не могу ее. Ожидайте, здесь объявится и будет прям умолять. И что самое удивительное, он искренен. Вот, кстати, удивительно, но этот человек по истине своей, он лжец. Лжец, обманщик, любит управлять ситуациями, любит управлять людьми. Но вот когда он придет и будет умолять вернуться, он будет искренен, потому что он просто места себе не находит без вас. Вот ни одну другую даму он не может просто так же полюбить, смотреть на нее, вы везде ему мерещитесь. Вот прям может быть такое, что как с ума сходит без вас. Вы везде ему мерещитесь. В каждом закоулке, в каждой девушке он слышит ваш голос, он видит вас, вот полностью прям о вас думает. Да, но очень скоро, кстати, очень скоро объявится, потому что ждать не может, придет. Ну а как вы отреагируете? Давайте посмотрим, как вы отреагируете. Так, смотрим, как вы отреагируете на его возвращение. Какая будет у вас реакция? Ваша реакция на его возвращение. Ну, вы, конечно, не обрадуетесь. Здесь идет, что вас не очень-то этот человек уже интересует. Вы поставили точку вместе с ним, к тому же он вас никак не привлекает. Вы проявите холодность, надменность, любовь к себе. Здесь будет такой момент эгоизма, мол, что тебе надо, да, что ты хочешь. Здесь будет в нем заинтересованности точно не будет. Вы будете вести себя очень надменно. И сразу обозначите, что он вам не интересен. Вы его ни в каких перспективах, возвращениях и так далее не рассматриваете. То есть здесь вы будете такая жесткая, непоколебимая и дадите ему понять. И что он тогда будет делать? Каковы его действия? Но тут рухнут все его иллюзии, рухнут все его планы, все его мечты. Он не ожидал такого, потому что в его голове ему казалось, что вы ждете его с распростертыми объятиями. И тут будет крушение его мечт, крушение его иллюзий. Но вы знаете, он не планирует отступать. Скорее всего, этот человек затаится с целью выждать более удачного периода, когда он сможет к вам проявиться. Здесь показывает, что нет, он не будет отступать, но напористым он тоже не будет. Скорее, он будет за вами следить, за вашей личной жизнью особенно. И если представится возможность, тогда он попробует проявиться. Но, скорее всего, возможности не представится, поэтому он останется в позиции наблюдателя, останется в позиции... Вы знаете, здесь такой момент, что как будто бы он не готов принять реальность. Вот даже если его крушение, вот эти мечты, они произойдут, он все равно как-то не до конца их... отсеет, у него все равно будет такое состояние. Нет, это просто она не в настроении была. На самом деле она меня ждала. И человек даже сколько бы за вами не наблюдал, сколько бы не пытался
найти вот этот подходящий момент, он его так и не найдет. Но он не допустит мысли, то есть ему сложно будет уложить в голове, что вы о нем не думаете, что вы поставили точку, что он вам не интересен. То есть он все равно будет жить с этой мыслью, потому что, ну вот так, не способен он признать это поражение, не способен он признать, что он не мужчина в вашей жизни, что вы не интересуетесь им. Ну, как-то вот останется у него вот этот вот момент, и переубедить его будет просто невозможно. Вот такой расклад, пишите ваши комментарии, я с вами прощаюсь, всем пока-пока.